Итак, дорогие друзья, сейчас я вам расскажу самое главное. Наш голосовой аппарат состоит из мышц и резонаторов. Резонансным пением занимался и занимается замечательный ученый по фамилии Морозов. Как включать резонаторы при пении, расскажу вам я, Ольга Донская. Это очень интересный и поучительный эксперимент, и очень простой. Я научу вас петь на 5 пальцах. На любом языке мы с вами поем 5 основных звуков. И только один из них гласный. Будем считать, что этот гласный звук – это наш большой палец. Это звук И. И поется он зубами. Если вы посмотрите нашу улыбку, то буква, которая обозначает этот звук, обратите внимание, я говорю звук, потому что мы с вами поем звуками, а не буквами. Этот звук, как чеширский кот пишется, буква И. Следующий звук, который мы с вами поем, находится чуть выше буквы И и очень хорошо виден при нашей улыбке. Он так и пишется. Обозначается буквой М, а звучит как м. Ваша точка буквы М находится в высокой певческой позиции. Следующий звук, который мы будем петь с вами чаще всего, это звук, который обозначается буквой Н, а находится он выше буквы М или звука М в нашей с вами переносице и пишется как 2 палочки и звуковая волна через наши резонаторы. Резонаторы – это те пустоты, те твердости нашей кости, которые находятся в нашем с вами теле. 2 гайморовые пазухи и кость и пустоты переносицы. Итак, для того, чтобы мы с вами могли петь звук «м», нам придется язык подставить под верхнее небо, чтобы звук не вышел изо рта, а попал в 2 дырочки, которые находятся внутри нашей ротовой полости, над гортанью, и входят в нашу переносицу. Когда вы капаете капельки в нос, они проходят через эти отверстия и попадают вам в горло. Итак, звук мы сможем петь тогда, когда язык перекрыл выход звука изо рта, и звук прошел через переносицу. И самый красивый, самый полетный звук – это звук И, краткое согласное. И. Мы с вами ставим нашу улыбку чеширского кота, пропускаем звук через переносицу и доталкиваем ее в лобную пазуху, которая является замечательным полетным резонатором. Чтобы протолкнуть в лобную пазуху этот звук, нам придется взять большое количество воздуха, создать внутри нашего голосового аппарата большое давление и с шумом вверх вытолкнуть воздух, не выпуская изо рта. Приблизительно так. Хей! 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 Видите? Это те звуки, которые могут менять высотность. 4 звука мы с вами обозначили. Какой же 5-й? 5-й звук
Это звук, который смешивается с половинкой звука Н и проходит через звук М, Н, и обозначается буквой Л. Но для того, чтобы этот звук спеть, нам придется кончик языка перевести к верхним зубам, опять не пустить звук изо рта, но к верхним зубам для того, чтобы зацепить половинку звука М. И получается Только этими звуками мы с вами можем менять высотность нашего голоса и нашего пения. Даже если мы с вами будем петь такой яркий звук, как р, обратите внимание, что я меняю звук за счет буквы И. Потому что р через И. Итак, еще раз. Мы с вами поем 5 звуков. И, и Л. Вы скажете, как же можно на всех языках петь всего 5 звуков, особенно на таком языке великом и могучем, как русский? В русском языке у нас с вами есть помощники. Это 4 етированные гласные. Обратите внимание, они называются именно етированные, потому что они начинаются со звука И, самого полетного, который находится в лобной пазухе. И. Итак, етированные гласные. Я, Е, Ё, И, Ю. Это звуки двойные, обозначают буквы, которые мы пишем в одиночку. Я, Е, Ё, И, Ю. Еще раз повторю, буквами не поем. Мы с вами поем звуками. И поскольку в этих буквах в русском языке 2 звука, нам с вами придется научиться петь 2 звука одновременно. Всегда начинаем петь от переносицы. Итак, я, Е, Ё, И, Ю. Сначала я включаю резонаторы со звуком И, а в гортани у меня остается певческая позиция зевка. Зевните вместе со мной, пожалуйста. Зевните хорошо. Обратите внимание, что при зевании у нас с вами образуется звук А. Постарайтесь приспособить текст нашего произведения таким образом, чтобы позиция зевка у вас не менялась. Итак, научимся. Представим, что мы с вами не моно, а стерео. И у нас 2 звука звучат одновременно. Я, Е, Ё, И, Ю. У меня А в букве Ю не получается. Возьмите букву А на английском языке. Ю. Е. Я. Е. Ё. И Ю. Слышите? У меня там буква R, нечитаемая, которая присутствует в английском языке. Почему петь на английском гораздо удобнее, чем
чем на русском. Почему продвинутые вокалисты считают, что на английском языке петь удобнее, чем на русском? Потому что в английском языке, в фонетике английского языка, гортань стоит в певческой позиции. Скажите по-английски, представьте, что вы хорошие американцы. Скажите слово memory. Почему именно это слово? Потому что это слово память. Скажите его несколько раз и запомните позицию гортани, потому что она и является певческой. Memory, memory, memory. Дальше у нас с вами будет практическое упражнение с этим словом. И вы посмотрите, насколько удобно вам будет его исполнять, если вы это будете делать технически правильно. Еще один важный секрет школы Ольги Донской. На эту мысль меня натолкнул наш великий русский певец, бас Федор Иванович Шаляпин. По преданию, он мог часами сидеть в оркестровой яме и слушать, как репетирует симфонический оркестр. Когда ему задали простой вопрос: «Федор Иванович, что вы делаете?» Он сказал: «Я учусь петь у виолончели». Мне стало очень интересно, как же учился петь у виолончели Федор Иванович Шаляпин. И я думаю, что разгадала его секрет. Давайте рассмотрим, как устроена виолончель. Виолончель состоит из 3 резонаторов. Высокого резонатора, грифа, среднего резонатора и низкого резонатора. Все наши певческие вокальные школы делят голосовой аппарат всего на 2 резонатора. Мне кажется, это несправедливо. И я стала разделять певческий голосовой аппарат на 3 резонаторных зоны. Головной резонатор, грудной резонатор и межреберный или абдоминальный резонатор, который больше и лучше всего звучит, когда мы направляем звук назад, в спину. Этот резонатор позволяет нам петь объемным, мягким, плотным, но при этом достаточно ярким звуком. Этот резонатор необходим при пении в таком стиле, как рок или джаз-рок или блюз, и тем более уж блюз-рок. Итак, вернемся к виолончели. Для тех, кто немножко знаком с музыкой, тому будет несложно сказать, где у виолончели звучат высокие ноты, а где звучат самые низкие. Тот, кто затрудняется ответить на этот вопрос, я вам подскажу. Самые низкие ноты в виолончели звучат у самого высокого головного резонатора. Но самые высокие ноты виолончелист ведет к самому низкому объемному резонатору, ближе к смычку, вниз. И поэтому для того, чтобы наши вокальные певческие звуки во всех регистрах звучали ровно, не были писклявыми наверху и глухими внизу, мы с вами искусственно будем добавлять к низким нотам высокие резонаторные возможности нашего голосового аппарата, включать нашу головную зону путем переносицы, зубов, гайморовых пазух, лобной пазухи, но при этом к высоким нотам, опускаясь вниз, будем добавлять грудной и межреберные резонаторные возможности. Все остальное вы узнаете на практических занятиях. Это будет познавательно и, надеюсь, очень интересно.